Февраль 1959 года. На склоне Урала, среди белоснежных просторов и суровых гор, была найдена вещь, меняющая все. Фотопленка с застывшими мгновениями последней трагической экспедиции группы из 10 молодых альпинистов. Их судьба стала загадкой, которую пытались разгадать тысячи, но почти 60 лет прошло с тех пор, как эта история обросла тайнами, мифами и теорией заговора. По словам следствия, 9 опытных туристов погибли в метели при температуре минус 30 градусов. Однако для всех тех, кто услышал о трагедии, эта смерть была необычной. Взгляд на последние кадры найденной пленки вызвал не только вопросы, но и главную мысль. Что же произошло на самом деле? Если бы не один холодный ветреный вечер, группа Дятлова, состоящая из высококвалифицированных альпинистов и студентов Уральского политехнического института, могла бы быть среди тех, кто покорил бы вершину горы Оттертен, известной как «Не ходи туда». Но судьба распорядилась иначе. Посмотрим на саму группу. Лидер Игорь Дятлов, методичный и опытный студент радиотехнического факультета, собрал вокруг себя несколько выдающихся личностей. Зинаиду Колмогорова, душу группы, энергичную молодую женщину, всегда готовую поддержать остальных. Рустема Слободина, атлета, известного своей силой и стойкостью. Юрия Дорошенко и Юрия Кривонищенко, неразлучных друзей, которые всегда поддерживали боевой дух группы. Людмилу Дубинину, смелую, но самую молодую студентку, накапливавшую опыт и уверенность. Александра Колеватова, тихого наблюдателя и завхоза группы. Николая Тиба-Бриньоля, шутника и выпускника строительного факультета, известного своим оптимизмом. И Семена Золотарева, инструктора по туризму и ветерана Великой Отечественной войны с таинственным прошлым, который, казалось, носил в себе вес тяжелых страданий. Экспедиция началась 25 января. Они сели на поезд, и по мере приближения к своей цели, переживая волнение и радости, дух приключения овладел ими. Тем не менее, можно ли было предсказать, что этот путь к приключению обернется настоящей трагедией? Каждый из них мечтал о завоевании вершин и этапах личного роста, но холодная реальность свернула эти мечты. Путешествие требует всей храбрости и решимости, особенно в такие ясные зимние дни, когда ветры рыкают и настигнут на каждом шагу. В Вижай группе удалось увеличить свои шансы на успех, но одним из испытаний стало то, что Юрий Юдин, один из участников, из-за радикулита решил вернуться. Это решение стало роковым. Остальные 9 человек продолжили путь, несмотря на трудности, что предвещало о том, что они столкнутся с невиданным ранее вызовом. Казалось, судьба предпочла разлучить юношей и девушек с миром, который они знали. К тому времени, когда они достигли горы Халачахль, известной как Гора мертвецов, погода ухудшилась, и видимость упала до невога 1 метра. Группа утратила ориентир и оказалась на склоне горы в метели. Игорь Дятлов, опытный альпинист, чувствовал, что ситуация выходила из-под контроля. Они оказались в западне, их уверенность уступала страху, и среди них постепенно зарождалось отчаяние. Члены группы были уверены, что они справятся с любой сложной ситуацией, однако успехи были не замечены природой. Непогода завела их в ловушку, и, потерявшись из-за ужасающихся условий, они совершили ошибку, которую никогда бы не допустили в более спокойное время. Без единого опыта о том, какие ужасы готовит природа в этом районе, группа начала осознавать, что, возможно, они не смогут вернуться. Когда спасатели начали поиски, особое внимание привлекла палатка, обнаруженная неподалеку. Палатка, разорванная изнутри, была наклонена под странным углом, а снеги, как могучее одеяло, завуалировали ее странные следы. Снаряжение туристов было аккуратно разложено, как будто они внезапно бежали, понимая, что мгновение разделяло их от возможного падения в бескрайний зимний кошмар. Но чуть позже разразившийся холодный ветер унес с собой второстепенную истину. Следы, найденные на снегу, привели к лесу,
Но они проявили странную четкость и ровность. Первые два тела были найдены впереди, на опушке леса под Большим Кедром, Юрий Дорошенко и Юрий Кривонищенко, один из которых был гоночным партнером другого. Теплые воспоминания о дружбе, связанные командным духом, теперь смешивались с горем утрат. Их последняя остановка стала окончательной. Тела находились в ужасном состоянии, раздеты до нижнего белья, руки содраны до крови. Рядом в снегу тлели остатки небольшого костра, как будто отчаявшиеся молодые духи пытались найти спасение и утешение в огне. Между Кедром и палаткой были обнаружены тела Игоря, Зины и Рустема. Каждый из них понес внутри травмы, выходящие за рамки человеческого понимания. 4 туристов были найдены во враге, укрытые в неглубокой берлоге, будто искали укрытие от шума и ярости окружающей среды. Однако травмы оставили свой жестокий след. Проломленный череп, раздавленная грудь, сломанные ребра и отсутствие языка и части лица. Сложно объяснить, как команда, состоящая из опытных альпинистов, могла получить такие травмы без видимых внешних повреждений. Это обстоятельство всколыхнуло слухи о более мистических причинах их смерти. Обнаруженные следы радиации на одежде нескольких участников добавили настоящего ужаса к уже мрачному обрису события. Вопросы о том, что же на самом деле произошло, остались без окончательных ответов. Как могло случиться так, что подготовленные альпинисты покинули уединение своей палатки, оставив за собой всю необходимую теплую одежду? Почему одни из них умерли от переохлаждения, а другие получили массовые внутренние травмы, которые медики не смогли объяснить? В мае 1959 года следствие закрылось с расплывчатым объяснением о непреодолимой силе. Дело группы Дятлова было засекречено, что порождало еще больше слухов и теорий. Советское правительство стремилось скрыть все части расследования, чтобы предотвратить дальнейшие разногласия и сомнения в его власти. Но за этими словами скрывалось множество других вопросов, не оставлявших раздумий. С выходом информации о трагедии возникали все новые и новые теории. Говорили о НЛО и странных шарообразных объектах, упоминаемыми ранее. Кто-то считал, что группа столкнулась с советскими военными испытаниями. Другие уверяли в том, что на их пути встретился Йети. Никакая теория не могла объяснить все факты, приводя к нарастанию недовольства и сомнений в правде. С каждым годом загадка о группе Дятлова становилась все более популярной. Новости, статьи и документальные фильмы лишь подстегнули интерес к этому происшествию, и оно пользовалось все большим вниманием. Некоторые искатели истины откровенно говорили о страшной правде о катабатических ветрах или инфразвуке, окружающем место трагедии. Но ни одна из этих теорий не могла объяснить сокрушительные травмы, с которыми столкнулись тургрупп Дятлова. Для многих людей оставалось много вопросов, как будто сама природа запутывала их своим молчанием и таинственной тенью. В 2019 году российские власти решились возобновить расследование трагедии. В конце 2020 года было объявлено, что туристы погибли от схода лавины. Как это ни звучало странно. Снег, который накрыл их много лет спустя, стал основным звеном в решении этой многослойной головоломки. Лавина возникает, когда плотный слой снега трескается и соскальзывает вниз единым целым, причинив великое бедствие. Эта аналогия с катастрофой придает новой силе старику, который уже почти так же был документирован. Однако некоторые скептики указывали на отсутствие следов лавины, когда спасатели прибыли на место. Этот факт порождал недоверие и усиливал все еще живые догадки. В 2019 году исследователи из Эдх-Цюрих пересмотрели дело, используя передовые модели механики снега и воссоздания условий. Подрезав склон, туристы ослабили снежный покров, а ночью ветер увеличил нагрузку. Для прохладного взгляда на нарастающие условия новое подобие становилось причинами, могущими объяснить произошедшее. Воспользовавшись как современным моделером, так и давно забытыми компьютерными программами, исследователи использовали данные для создания сложных анимаций событий.
То, что может показаться частью сказки, на самом деле основано на реальных исследованиях и новаторских этапах. Но все равно результат оказался необъяснимым. Большая плита оторвалась и рухнула на палатку, оставив мало следов и множество неясных моментов без разрешения. Тем не менее, временная линия событий кажется логичной. Туристы получили травмы, включая сотрясение и переломы ребер, и запертые под рухнувшей палаткой, они получили возможность лишь прорезать себе путь ножами. Остается только печальные картинки, как некоторые из них стремились к бедствию. Бежали без обуви и верхней одежды через взрывоопасное направление к теплому спасению. Гибель таких альпинистов, как Дорошенко и Кривонищенко, была обусловлена переохлаждением, однако остальные, обремененные свежими и затруднительными условиями, пытались выжить, срезая одежду с мертвых, и это открывает перед нами столь мрачные точки, что простая симпатия к жертвам кажется недостаточной. Второе обрушение отстегнуло оставшихся туристов под метрами тяжелого снега, принеся свое молчание новому трагизму. Теория лавины, хотя и вызывает вопросы, дала свои шансы на понимание. Она объясняет раздробленные кости и отсутствие внешних повреждений. Но почему они были так далеко от палатки? Воздействие экспериментов, военные испытания и загадочная радиация на одежде добавляют напряженности и сложных вопросов, которые семья и миф удовлетворительно не могут захватить. Разнородные мистические объяснения о том, что на самом деле произошло, продолжали вызывать споры среди исследователей и поклонников теории заговора. Следователи изначально использовали расплывчатые формулировки, провоцируя домыслы. Для истинных искателей правды находилась убедительная подоплека, и оригинальные интерпретации до сих пор популярны, несмотря на предполагаемые и обоснованные объяснения. Люди, обращаясь к мистике и легендам, могли сопротивляться обыденным объяснениям явлений, которые становятся объяснимыми при помощи научных методов. С выключением небольшой тайны, которой они вдруг стали жертвами, миф об группе Дятлова заставляет общественность задуматься. Порядок вещей проходит через тень правды, и гибель группы всегда остается загадкой, покрытой инеем. История группы Дятлова оставляет окна в душах тех, кто сгнил в ужасе среди белоснежного простора, стараясь разгадать подобную природную трагедию. Каждый аспект событий навевает детали, которые отрицают простые объяснения и добавляют новую сложность в структуру правды. Даже несмотря на то, что ученые потратили десятилетия на то, чтобы развенчать загадки, вопросы о других факторах останутся с нами навсегда. В этой стремительной истории о молодой команде, которая пошла навстречу своей судьбе, мы находим за пределами простого расследования проблески глубокого смысла. Это напоминание о том, что природа может быть как великолепной, так и неумолимой, и что высокие амбиции порой ведут к непредсказуемым и трагическим последствиям. Возможно, мы никогда не узнаем всей правды о группе Дятлова, но их история продолжит жить в умах и сердцах тех, кто ищет разгадку среди величественных и коварных гор.